Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете и его работе за последнюю неделю. Была отклонена заявка о вступлении в антикоррупционный комитет со стороны известной российской актрисы Ларисы Андреевны Гузеевой. Причина отказа не уточняется. В антикоррупционном комитете появились 3 новых сотрудника: известные российские и советские актеры и актрисы Светлана Немоляева, Игорь Лифанов и Сергей Горобченко. На данный момент в антикоррупционном комитете уже 43 сотрудника. Организации, подобные антикоррупционному комитету Никиты Михалкова, были открыты в Казахстане и Латвии. В Москве при помощи полиции и членов антикоррупционного комитета была задержана и арестована нелегальная преступная группировка, которая являлась крышей программы Comedy Club. Все 8 членов преступной организации были отправлены в следственный изолятор. Пресс-служба антикоррупционной организации сообщает трагические новости о члене комитета, известном певце Вячеславе Малежике. Вячеслав Ефимович, который последние 2 недели после нападения и получения тяжелых ранений находился в коматозном состоянии, сегодня ночью перенес остановку сердца и клиническую смерть. Состояние здоровья известного певца критическое. Лечащие врачи Вячеслава Малежика не дают обнадеживающих прогнозов. Напомним, что нападение произошло 2 недели назад. Неизвестные преступники ворвались в квартиру Вячеслава Малежика, нанесли ему тяжелые травмы и в буквальном смысле сбросили его с балкона 3-го этажа. Были установлены преступники, которые совершили нападение на известного певца Юрия Антонова. Они также были отправлены в следственный изолятор. Пресс-служба комитета сообщает о большой трагедии в антикоррупционной организации. Помимо похорон Александра Ширвинда, в команде Никиты Михалкова произошло еще одно трагическое событие. Месяц назад в антикоррупционный комитет Никиты Михалкова вступили 2 китайских члена антикоррупционной организации: спортсмен Пак Чан Су и бывший министр Е Же Чин. Стало известно, что, находясь в Москве, китайский спортсмен и бывший футболист Пак Чан Су погиб 2 дня назад в результате несчастного случая. Тело китайского сотрудника антикоррупционного комитета, футболиста и спортсмена Пак Чан Су, который работал в России по обмену опытом, будет отправлено на родину. Китайский сотрудник антикоррупционного комитета Пак Чан Су приобрел наиболее популярность в спорте в 90-е годы прошлого столетия. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова, несмотря на угрозы со стороны высших эшелонов власти, продолжает проверку имущества и недвижимости семьи пресс-секретаря Верховного главнокомандующего Дмитрия Пескова. У сына известной советской и украинской певицы Софии Ротару была арестована недвижимость и имущество на территории Российской Федерации, в частности в городах Челябинске, Волгограде и Владивостоке. Была исполнена последняя воля легендарного артиста, члена комитета Александра Ширвинда. Александр Анатольевич завещал 30 миллионов рублей из личных сбережений на открытие лечебно-оздоровительных центров, нового театра и детских домов. Данная финансовая сумма была перечислена по назначению. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.